Недавно разговаривал с одним пожилым инженером, который проработал на АвтоВАЗе с начала 70-х, застал и Копейку, и Весту. Человек не публичный, фамилию называть не просил. Но то, что он рассказал про главную системную проблему завода, стоит того, чтобы сделать это видео, потому что это не ностальгия по советскому автопрому, это конкретная инженерная история, которую французы пытались исправить и не успели. И сейчас АвтоВАЗу нужно развиваться именно в этом направлении. «Понимаешь, — говорит он, — завод всегда делал машины как придется. Каждая модель, своя тележка, своя оснастка, свои поставщики. Никто не думал системно. Думали, вот нужна новая машина, давайте сделаем под нее все с нуля». И инженер прав. Посмотрите про нынешний модельный ряд Лады, и все станет понятно. Лада Гранта – платформа, уходящая корнями глубоко в советское прошлое. По сути, это развитие архитектуры восьмерки с переднеприводной компоновкой. Простая, хорошо изученная, предельно дешевая в производстве, но принципиально несовместимая ни с чем современным и не масштабируемая на другие классы. Лада Веста – собственная оригинальная платформа под внутренним обозначением Lada BC, разработанная в 2010-е годы. Здесь появился подрамник спереди, нижнее расположение рулевой рейки, технически более продвинутое решение по сравнению с Грантой. Но это своя отдельная архитектура, и сам АвтоВАЗ официально признавал ее бесперспективной. Платформа не допускает модульного подхода, не позволяет создавать на ее базе кроссоверы, и электронная архитектура не тянет современные системы активной безопасности. Lada Largus – платформа B0 от Renault, на которой в свое время стояли Logan и Sandero. Ни с Вестой, ни с Грантой она не имеет ничего общего. Отдельная оснастка, отдельные поставщики, отдельная история. Lada Niva Legend – самый известный случай. Многие уверены, что у Нивы рама. На самом деле нет. Нива с самого рождения в 1977 году имеет несущий цельнометаллический кузов, и именно это стало ее революционным преимуществом. Создатель Петр Прусов намеренно пошел на такое решение, поскольку на ВАЗе рамы попросту не производили. Но архитектура Нивы – это совершенно отдельный мир, несопоставимый ни с одной другой вазовской моделью. Lada Niva Travel, бывшая Chevrolet Niva. Когда GM ушел, машину переименовали и слегка обновили внешность, не меняя по существу ничего технологического. Отдельная платформа совместного предприятия GM АвтоВАЗ, никак не связанная с остальным модельным рядом АвтоВАЗа. Lada Искра, вот тут интересно. Это единственная новая модель, где появился системный подход. Искра вышла в продажу летом 2025 года и построена на локализованной версии французской платформы CMF-B. Та самая архитектура, которую Renault использует в Логане третьего поколения. Правда, по заявлению АвтоВАЗа, в ходе реинжиниринга после ухода французов пришлось создать заново более 1000 деталей, из которых 400 прошло полный реинжиниринг. Уровень локализации превысил 90%. АвтоВАЗ уверяет, что единственная деталь, которая буквально совпадает с соподформенным Логаном, это лобовое стекло. Все остальное у Искры свое. Так что хотели сделать французы? В январе 2021 года Renault обнародовал стратегию Renolution, и там черным по белому было написано: АвтоВАЗ переводится на единую платформу CMF-B. Все три собственные вазовские архитектуры Гранта, Веста и Нива ликвидируются полностью в течение нескольких лет. Смысл был предельно прозрачный. Одна платформа, одна производственная линия. Общая оснастка, общие штампы там, где это возможно, общие агрегаты, общие поставщики с едиными спецификациями, запчасти взаимозаменяемые между моделями. По расчетам это должно было кардинально снизить себестоимость каждого автомобиля. Более того, платформу CMF-B можно масштабировать. На ней строят и компактные седаны, и небольшие кроссоверы. То есть будущая Нива тоже могла встать на эту архитектуру. АвтоВАЗ официально это подтверждал.
добавляя, что тольяттинским инженерам предстоит адаптировать платформу под полный привод и внедорожные задачи. Но в мае 2022 года Renault ушел из России. Долю выкупили за символический рубль. Вместе с французами ушла и платформенная стратегия в том виде, в котором она задумывалась. Искра, которая уже была готова к выпуску летом 2022 года, ушла на вынужденный реинжиниринг. Нужно было убрать западные компоненты, попавшие под санкции, заменить их на китайские или отечественные аналоги. Поэтому вместо 2022 машина вышла только в 2025. Веста продолжает производиться на своей старой платформе, которую АвтоВАЗ сам публично называл бесперспективной. Гранта тоже никуда не делась. Ее собирают снять с производства через несколько лет, когда наберут объемы по Искре. Почему это важно в деньгах? Знаешь, во сколько обходится содержать 5 разных платформ при нашем объеме? Спрашивает инженер. Это 5 разных конвейеров, 5 комплектов штамповки, 5 групп поставщиков со своими спецификациями. За это все платит покупатель. И это прямой ответ на вопрос, который задают все, кто смотрит на ценник Весты рядом с китайским кроссовером. Китайцы строят десятки моделей на 2-3 платформах, разделяя расходы между миллионами автомобилей. АвтоВАЗ делает 400-500 тысяч машин в год на 5 разных архитектурах. В пересчете на себестоимость каждого автомобиля разница колоссальная. Французы это понимали, решение было готово. Оставалось только реализовать, но не успели.